Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем крючком вот такую потрясающую красоту. Это круг с столбиками с накидом, вяжется очень необычно. Вяжем мы из трех цветов без отрыва нити. Я покажу, как я это делаю. Это очень быстро, просто, а смотрится просто шикарно. Такой круг можно применить, например, для вязания большого ковра. Если вы любите такие полосатые ковры, но не любите прятать кончики, этот вариант точно для вас. Посмотрите, как он красиво завивается. Начало просто очень красивое. Также из такого круга можно, например, связать круглую сумку, можно связать скатерть, можно связать подставку под горячий. Вязать я буду из полиэфирного шнура карамель. Этот оттенок называется Париж, серо-голубой такой цвет, очень нежный. Вес одного мотка 200 граммов, состав 80% полиэфир, 20% кашмелон, ширина нити 5 миллиметров, нить без сердечника идет и длина в одном мотке 75 метров. Ссылку на магазин, где приобретался этот шнур, я оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, по моему промокоду вы можете получить скидку на весь заказ. Так что переходите, смотрите, выбирайте необходимые вам оттенки этого шнура и трикотажной пряжи. Вязать я буду вот из таких оттенков. Они достаточно нежные. Вы можете взять яркие цвета, будет тоже смотреться очень красиво. Вот этот цвет у меня пралине, этот розоватый цвет айвори, а это цвет Париж, который я показывала в упаковке. Начинаем вязать наш спиральный узор. С формирования кольца амигуруми я это делаю таким образом. Под свободный кончик завожу крючок, захватываю рабочую нить, перехватываюсь и провязываю столбик без накида. В кольцо крючок и провязываю еще один столбик без накида. Сейчас мы с вами формируем вот это вот красивое начало в виде спиральки. Далее делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, провязываем все 3 вместе. Накид. Сейчас вяжем столбик с накидом обычный. И еще один столбик с накидом этим цветом. Сразу разворачивайте нить. Я вяжу из остатков, он у меня немножко такой крученый получается шнур. Но после того, как мы свяжем и разгладим, отутюжим наш образец, он расправится и будет красивым и ровным. Откладываем наш цвет айвори. Все, вводим второй цвет, вставляем крючок в кольцо. Захватываем цвет пралине у меня сейчас, ну, либо какой-то другой, который у вас цвет. Столбик без накида. Еще один столбик без накида. 2. Накид. Провязываем полустолбик с накидом. Все 3 петли за раз. И 2 столбика с накидом обычные. Получается уже 4-й столбик вторым цветом и 5-й. То есть мы в начале нашего вязания провязываем 15 столбиков, несмотря на то, что мы вяжем столбиками с накидом идеальный круг. Подтянем немного розовую нить. Все, вот этот цвет мы вытягиваем петлю и сейчас будем вводить 3-й цвет. Вводим цвет новый. Все вот эти рабочие нити мы отодвигаем, чтобы они нам не мешали. Цвет пралине, вот этот кончик я убираю, мы не будем его ввязывать. Также вставляю крючок в кольцо, провязываю столбик без накида, снова в кольцо, хвостики убираем, снова столбик без накида, то есть 2 столбика без накида получились. Далее накид, вяжем полустолбик с накидом и 2 столбика с накидом обычные. И еще один.
Все, вытягиваем тоже длинную петлю. Сейчас все столбики подтягиваем хорошо, плотно друг к другу. И будем стягивать кольцо. Стягиваем достаточно плотно. Если вы вяжете из обычной, например, шерстяной, полушерстяной такой вот пряжи, то у вас хорошо будет все стягиваться. И вот эти вот кончики от других цветов мы также тянем. Вот этот вот. Все. Хорошо стянули достаточно. Потом в процессе вязания мы еще вот эту вот серединку мы ее подтянем. Итак, начинаем вязать, вернее продолжаем вязать, вяжем второй ряд. Вязать мы будем все в дальнейшем столбиками с накидом. Итак, делаем накид, вяжем, так как мы вяжем по правилу идеального круга столбиками с накидом. Сейчас каждый столбик мы должны удвоить. В первом ряду у нас было каждого цвета по 5, но вязать мы будем далее по 4. То есть итого у нас получается 12 столбиков. Итак, накид я сделала. Вставляем крючок вот под эту первую косичку. И вяжем 2 столбика с накидом сюда. 1 накид, и сюда же мы вяжем второй столбик. Самые неудобные для вязания столбики, это вот самые неудобные для вязания ряды, это первый и второй. В третьем уже будет проще вязать. И каждый следующий столбик мы удваиваем. В каждый вяжем по 2 столбика с накидом. 1 и сюда же второй. Периодически можно пересчитывать в дальнейшем, когда у вас будет уже в рядах много столбиков, поэтому пересчет будет не лишним. Следующий также мы вяжем 2 столбика, 1, сюда же второй. Так, и в последний мы вяжем также 2 столбика с накидом. Так, еще один. Вот в этом и есть неудобство, когда вот эти вот места расслабляются. Ну, это вот только в первых рядах. Итак, вот этот вот цвет я помечу маркером. Вот он у меня последний столбик. Все. Далее переходим ко второму цвету пралине. И вяжем точно так же. Накид, и каждый следующий столбик мы удваиваем. Накид. Под первый столбик мы вяжем также 2 столбика, то есть каждый столбик следующий мы удваиваем. Вяжем по принципу идеального круга столбиками с накидом. Первый, сюда же мы вяжем второй столбик, то есть каждый столбик удваиваем. Здесь, мне кажется, даже комментарии уже и не нужны. Во втором ряду должно получиться 24 столбика с накидом всего. Так, и последний столбик, который у нас остался, голубой цвет, также мы удваиваем. Раз, и сюда же 2. Все, вытягиваем длинную петлю и вяжем сейчас голубым цветом. Все кончики убираем. И также в каждые последующие 4 столбика мы удваиваем. Накид в
первый. Мы вяжем 2 столбика. Сейчас, видите, немного уже неудобно, так как цветом я провязала. Я вам покажу, как ориентироваться. Далее вторая пара. Третья пара. То есть удвоение. И еще удвоение. И ряд наш будет закончен, второй ряд. Так, все. Вот по идее сейчас нужно было переставить вот этот вот маркер. Вот такой у нас уже второй ряд выходит. Вяжем третий ряд, делаем накид. И следующий столбик мы провязываем 1 столбик. Так как мы вяжем по правилу идеального круга, сейчас у нас будет удвоение через 1 столбик. Одиночный провязали, далее накид, и в следующий столбик делаем удвоение. Так. Все, провязали парный столбик, накид, следующий одиночный столбик, то есть в каждом ряду у нас должно быть по 12 удвоений. Так как у нас 24 столбика во втором ряду, мы делаем 12 удвоений, соответственно, между 12 удвоениями у нас по одному одиночному столбику. Следующий мы удваиваем. Один, сюда же второй. Далее одиночный столбик 1. Следующий двойной 1. Сюда же второй. Следующий одиночный столбик 1. И вот в этот последний столбик мы вяжем удвоение. Всегда у нас последний столбик будет выходить удвоением, провязываться. Все. Вот этот маркер мы пока не перемещаем вот в конец этого ряда, в конец розового ряда. Вяжем вторым цветом точно так же. Первый столбик у нас идет одиночный. Как вы видите, сейчас вязать проще. Следующий столбик двойной, удвоенный, парный, как удобно, так и называйте. Далее снова одиночный. То есть, думаю, здесь принцип вязания понятен. Только единственное, мы будем менять наши нити. Но круг получается очень красивый. Этот столбик мы удвоенный вяжем. То есть одиночный, двойной, одиночный, двойной. Далее у нас идет одиночный столбик. Следующий двойной. Один. Сюда же второй. Так. И последние 2 столбика, одиночный. То есть вот смотрите, чтобы эта вот петля от следующего цвета мне не мешала, я ее просто загибаю на изнаночную сторону и удобным образом вяжу. И последний столбик двойной. Вяжется несложно. Если хотите, чтобы вам ваши цвета не путались, например, цветом, которого вы вяжете вот в данный момент, например, вот я вязала вот этим серо-коричневым цветом, его можно отдельно в корзинку убирать и им вязать. Все остальные 2 цвета, они находятся в другой, например, корзинке. Я так вязала большой ковер, и у меня ничего не путалось, и нити между собой не переплетались, поэтому
Если удобно так, можете попробовать такой способ. И в третьем ряду мы вяжем последним третьим цветом голубым. Точно так же. Сначала одиночный столбик, один, следующий двойной, то есть через один у нас идет удвоение. Итого в третьем ряду должно получиться 36 столбиков. И вяжу последние 2 столбика, накид, одиночный столбик. И вот тот столбик, который у нас помечен сейчас маркером, мы его удваиваем. Так, маркер я сейчас сниму. Один столбик и сюда же второй столбик. Вытягиваем длинную петлю. Все, подтягиваем все столбики, чтобы у нас хорошо сразу расправлялся. Вот посмотрите, какой красивый уже получается, очень нежные такие оттенки. Сейчас вот этот маркер мы сразу переставляем вот в этот последний столбик. Все, он обозначает у нас начало ряда. И снова начинаем вязать по принципу идеального круга столбиками с накидом. Всегда вот в этом последнем столбике у нас должно получиться удвоение. Если вы все правильно рассчитали, все правильно связали, то в конце получается удвоение. Мы сейчас не делаем смещение удвоений, то есть чтобы не делались, чтобы у нас не провязывались столбики двойные над двойными столбиками. У нас сейчас будут провязываться двойные столбики над двойными. Небольшая, возможно, угловатость может получиться, но если мы будем смещать вот эти удвоения, как я показывала в предыдущих роликах, я оставлю здесь ссылку на идеальные круги столбиками с накидом, то есть где мы вязали сумки, чтобы у нас углы не получались, чтобы нам не путаться. Вяжем 4-й ряд. Сейчас мы вяжем удвоение через 2 одиночных столбика. То есть в 4-м ряду у нас должно получиться 48 столбиков, 12 удвоений. И между удвоениями должны получиться по 2 столбика одиночных. Накид, 2 одиночных столбика, 1, следующий тоже 1. И сейчас идет у нас удвоение. Я буду показывать на одном цвете. Там уже будет по аналогии точно так же. Далее вяжем 2 одиночных столбика. Раз. Следующий тоже одиночный столбик. То есть вот они 2 одиночных и снова удвоение. В каждом цвете должно получиться по 4 удвоения. Так, готово. 2 одиночных. Раз. 2 и удвоение. Третий уже получается у нас удвоение. 1 и сюда же второй. Как вы видите, вязание абсолютно несложное. И последнее наши столбики, 2 одиночных столбика, 1 и второй одиночный. И в последний столбик, вот он, мы вяжем удвоение. И вытягиваем длинную петлю. Маркер пока мы сюда не смещаем, чтобы у нас было понятно, докуда вязать голубым цветом. То есть голубым цветом мы вяжем до следующего маркера. Точно так же мы вяжем следующим цветом и заканчиваем этот ряд голубым цветом. Маркер в столбик, который помеченный маркером, мы провязываем 2 столбика. Все, закончили ряд. Все, удвоение провязали, петлю вытянули, и маркер только теперь переставляем на начало ряда. То есть маркер у нас ориентир, докуда нам вязать, до какого места вязать голубым цветом.
Вот такой образец получается, очень нежный. Если его связать из ярких цветов, то тоже будет очень красиво, ярко. И если вы любите, например, полосатые коврики, это отличный вариант вязания ковра трехцветного, например, без отрезания нити, то есть чтобы потом не заправлять кончики. Вот эти кончики мы заправим всего один раз, и все. Вот с изнаночной стороны тоже красиво. И кончики мы будем заправлять каждый в свой цвет. То есть вот они. И вот этот мы заправим в розовый цвет. То есть будет абсолютно ровная изнаночная сторона. И таким образом мы вяжем на необходимый вам размер. То есть из ряда в ряд количество удвоений у нас не меняется. Оно так и остается 12 удвоений. Единственное, меняется количество одиночных столбиков. То есть в пятом ряду у нас получается уже 3 столбика одиночных между удвоениями. То есть вот они. В четвертом было по 2 одиночных столбика. В пятом будет уже 3. То есть из ряда в ряд количество одиночных столбиков у вас будет возрастать. Вяжется достаточно просто. Единственное, могут возникнуть проблемы, вот видите, с переплетением нити, но после каждого ряда вы вот так вот покрутили ваш мотивчик, ваш круг, и нити легко расправляются. То есть я связала достаточно большой круг. И сейчас покажу, как завершить красиво наш круг, чтобы не было вот этих вот ступенек. Итак, так как ряд у нас заканчивается удвоением, мы провяжем 2 либо 3 столбика с накидом, для того, чтобы у нас не образовалось угла от вот этого удвоения. 2 столбика с накидом. Сейчас мы делаем накид и провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, то есть мы делаем плавное завершение ряда. 3, можно даже сделать 4 полустолбика с накидом. Далее мы вяжем 2 столбика, 2 либо 3 столбика без накида, просто вот обычными. Видите, какое ровное завершение. И в конце мы завершаем соединительным столбиком. Все, прячем нити. Ну, либо, возможно, у вас будет обвязка. Посмотрите, какое плавное скругление. То же самое мы делаем с другими окончаниями. И посмотрите, что у нас получилось в итоге. Абсолютно идеальный круг. Вот если убрать эти кончики, спрятать все ниточки, то есть, соответственно, этих ступенек будет совершенно не видно. Вот. Абсолютно идеальный круг. Очень красиво. С изнаночной стороны выглядит так. Этот мотив подойдет для вязания большого круглого полосатого ковра, который я вам показывала в начале этого ролика. Также можно связать красивые подставки под горячие на кухню. Тоже будет очень красиво, особенно смотреться в комплекте. И использовать, например, для вязания одежды оригинальной. Если этот ролик вам понравился, все было понятно и доступно, не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. И пока-пока, до встречи в новых видео.